Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто за вами следит? Есть ли такая женщина, которая за вами тихонечко наблюдает, да? Давайте-ка посмотрим. Для начала, как всегда, что происходит у вас в жизни. Так. Вы сейчас больше заняты работой. Вот работа у вас сейчас в приоритете. Потому что, личной жизни как таковой нет. У вас была женщина, да, ориентированная на деньги, но вы с ней распрощались. Не очень красиво распрощались, но все-таки это было в вашей жизни. Вы довольно сильный человек, вы, может быть, даже в чем-то вы властный, да. Как-то живете вы так, степенно, да, вот никто не напрягает особо. Единственное, что вас напрягает, что у вас нет личной жизни как таковой. Вот этот момент вас очень расстраивает, да. Вы такой мечтательный, вы готовы мчаться на край земли, да, вот если бы сейчас вам дать любимую женщину, вот у вас появилась, вы бы мчались к ней на край земли, у вас уже как будто нехватка этих каких-то, знаете, романтических моментов, да, хочется какой-то романтики, хочется что-то для женщины делать, уже как будто потребность у вас такая есть, кого-то, знаете, оберегать, заботиться о ком-то. Что-то в таком роде у вас. Так, давайте-ка посмотрим, что у вас за тайная поклонница объявилась, да? И вообще, есть ли она для начала? Есть ли она? Может быть, никто и не следит за вами. Так. А знаете, за вами не одна женщина следит. Есть женщина из близкого вашего окружения, есть женщина как-то связанная, наверное, по работе скорее. Это что-то деловое какое-то общение, именно по работе. Это две разные женщины. Они обе находятся от вас на расстоянии. Просто с одной вы, часто пересекаетесь, общаетесь, может быть, часто, да, а с другой вы редко общаетесь, хотя вы тоже ее знаете. Женщина довольно такая, знаете, активная. Вы думаете, анализируете, может быть, ваше окружение. Одна из них тайно влюблена в вас. Она влюблена, причем уже какой-то период. Это не новая влюбленность ее. Так, давайте-ка попробуем описать. Та женщина, с которой вы чаще пересекаетесь, да? Она причем, знаете, она как-то влюблена, и она даже очень сильно переживает из-за этого, что у нее с вами ничего нет. Эта женщина может быть моложе вас. Женщина, спокойная такая, она уравновешенная, она абсолютно не скандальная. Женщина может быть такая, немного, среднего телосложения, но не полная, да, не худышка, такая, среднего именно телосложения. Она такая добрячка очень, да, спокойная такая добрячка. Так. Это та женщина, которая из вашего окружения. Вы с ней, может быть, знаете, может быть, периодически даже по интернету, там, я не знаю, по мессенджеру общаетесь, какие-то смски, либо по телефону общаетесь с этой женщиной. И она вам симпатизирует, она периодически, знаете, если она рядом живет где-то, она может даже в окно смотреть, когда вы там на работу идете, с работы, как будто отслеживает, да, она приблизительно знает, когда вы ходите. И она смотрит. И у нее какая-то грусть, печаль, тоска за вами. Давайте-ка уточним, а почему же она тоскует, да? Давайте-ка посмотрим.
Почему же у нее тоска? Тоска, потому что она не свободна. Вот у нее есть мужчина, да, вот скорее всего она живет с мужчиной. Но она вот симпатизирует вам, да, вот у нее семья довольно-таки проблемная. Но она это особо не афиширует, да, вот она как-то замкнулась сама в своих неприятностях. И вот она живет с мужем, да, а симпатизирует вам. Вот муж у нее довольно такой агрессивный товарищ, у них ссоры часто бывают. Ну, там довольно такие непростые отношения. И вот она вам симпатизирует, да, и поскольку она, ну, женщина довольно такая вот, ну, порядочная, она не может и вам открыться, да, потому что, ну, как бы есть уже там муж или мужчина. И с другой стороны, да, вот хочется быть с вами, но она не может. Вот эта вот порядочность, она не дает ей покоя. Это большая редкость в наше время. Но вот она, знаете, она так вот следит за вами, и у нее уже как, вот как будто, знаете, на душе теплее. Вот она увидела вас, да, вот ей хорошо уже, вот любуется издалека, так скажем. Так, и другая женщина, давайте-ка посмотрим, которая, ну так, не очень близкая вам, которая, может быть, по работе вы иногда пересекаетесь, с ней часто вы не пересекаетесь. Что это за женщина? Эта женщина, знаете, может быть, да, она свободная, скорее всего. У нее есть дети, может быть, даже и не один ребенок, но она хитрая. Эта женщина более хитрая. Она ну, старше по возрасту, чем та первая женщина, да? Она, да, это одинокая. Если та была в отношениях, либо же в браке, то это одинокая. Это более хитрая, вот какая-то больше коварства в ней, наверное. Вот это мне как-то даже не нравится, честно говоря. Так, а почему она за вами следит? Давайте-ка посмотрим. Почему она следит, что она хочет. Женщина может любительница выпивать, кстати. Склонность к выпивке у нее есть. Она большая манипуляторша. Она может еще магией заниматься, либо же ходит по таким людям, которые магией занимаются. А почему она следит за вами? Какая-то странная особа. Давайте-ка. Знаете, она может еще в чем-то быть не то чтобы похожа на вашу бывшую, она может даже какую-то связь держать с ней, либо это знакомая какая-то общая, да, что знает и вас, и бывшую, может быть. Ну, как-то она с бывшей может быть связана. Может быть, они в одной компании пересекались. Скорее, да, скорее они в одной компании пересекались. И, ну, может быть, знаете, в разговорах вот сговорились, ваша-то бывшая знает, где вы работаете, да, и она может вот доносить о вас бывшей, как вы живете, вот как вы выглядите, там, знаете, вот эти все женские штучки, насколько вы ухоженный, неухоженный, да, вот. Ну, то есть она как бы собирает о вас какую-то вот как будто информацию через общих знакомых ваших, то есть бывшая вот узнает через вот эту даму, вторую, которая следит за вами, она узнает о вашей жизни, вот как вы живете, да, вот просто вот ей чисто интересно, да. Если у вас, допустим, нету женщины, она может позлорадствовать, что типа так тебе и надо, и все такое, да. То есть вот это вот, да, если та влюблена, первая женщина, хоть она и не свободная, то это чисто вот для бывшей собирает о вас информацию. Где-то они с вашей бывшей вот пересекаются, да, вот, и в разговоре вышли на то, что вот муженек мой работает там же, ну что-то в таком роде. Вот. Поэтому это такая дама доносчица, ничего себе. Вот это поворот. Вот это поворот. Причем она, знаете, она доносит мгновенно просто. Она доносит мгновенно. Вот даже вот знаете, если вы редко с этой особой второй вот женщиной
Если вы редко с ней пересекаетесь, она может выпытывать через других, допустим, там сотрудников, если это по работе, да. Вот как-то про вашу жизнь она выпытывает. И тут же она, молниеносно она доносит все вашей бывшей. Вот знаете, как будто вот как бы сговорились они. Только зачем, я не пойму, зачем бывшие это все. Ну, позлорадствовать, ну, так зачем это все доносить? Я вот эту женщину, я не могу понять. Это, знаете, как женщина-стукачка какая-то. Не успели вы зайти, выйти, она уже все. Быстренько все донесла. Вот такие вот женщины за вами следят. Одна влюбленная, вторая доносчица. Вот это поворот, я вам скажу. Вот это трэш. Чего только в жизни не бывает. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!